Хотите узнать, почему запах бананов не нравится кошке? И от чего кошка не пугается своего отражения в зеркале? Досмотрев этот ролик до конца, вы узнаете много удивительных фактов об обонянии кошки. Привет всем любителям пушистых мурлык! В отличие от человека, которому зрительный канал обеспечивает около 90% сенсорной информации, кошка живет в реальности звуков и запахов. По остроте нюха кошка всего лишь в 2 раза уступает признанным суперпрофессионалам в этой области – собакам. На дальних дистанциях больше 6 метров кошка в основном полагается на слух, на средних от 60 см до 6 метров на зрение, ближе 60 см на нюх и вибрисы. Но все же основную сенсорную базу реальности кошки составляют слух и нюх. Давайте оценим техническое оснащение кошки, которое позволяет ей быть настоящим экспертом нюха. Площадь обонятельного эпителия в носу у человека от 2 до 4 см квадратных, а у кошек до 20 см квадратных. Соотношение количества рецепторов на этой же поверхности еще больше – около 5 миллионов у людей и до 200 миллионов у кошек. Таким образом, нюх кошки минимум в 14 раз превосходит нюх человека. Как уже говорилось ранее, слух кошки в 3-4 раза лучше, чем у человека. Но в обонянии разница на порядок больше, что делает кошку настоящим экстрасенсом по отношению к человеку. Она способна услышать издалека то, что человек еще не слышит, а также улавливать в ультразвуковом диапазоне недоступные человеку колебания. Унюхать малейшие изменения химического состава атмосферы задолго до того, как их концентрация в принципе станет доступна человеку. Кроме того, у кошки есть удивительный и необычный орган обоняния, который позволяет ей улавливать изменения запаха почти на молекулярном уровне. Этот орган называется орган Якобсона. Представляет собой 2 трубки, идущие от дыхательных путей по небу ротовой полости и выходящие 2 отверстиями над верхними зубами. Для того, чтобы его задействовать, кошке надо замереть, приоткрыть рот, сморщить лоб, чтобы поднять верхнюю губу. Такая гримаса или улыбка кошки знакома многим котоводам, но у нее, оказывается, есть специальное название – улыбка Флеминга. В такие моменты кошка тщательно пытается уловить самые слабые запахи. Есть предложение, что именно этот орган позволяет кошкам предвидеть природные катастрофы и стихийные бедствия. Давайте посмотрим, для чего же еще кошка использует свой нюх. Основная функция – это, конечно, развлечение запаха пищи. Именно на запах кошка ориентируется, чтобы понять, какая перед ней еда, так как чувство вкуса у нее слабое, в 3 раза слабее, чем у собаки, и более чем в 10 раз слабее, чем у человека. Кроме этого, естественно, что кошка ориентируется на нюх для выслеживания добычи и избегания врагов и опасностей, также для поиска партнера и установления территориальных границ. Кошка – территориальное животное, и запах для нее – основа определения своей территории, а также из запаха кошка узнает о том, кто на эту территорию покушается. У кошки есть несколько способов метить территорию, и моча далеко не самый главный и единственный. Кроме этого, кошка использует царапание, когда подушечками лап оставляет следы на предмете, обтирание щеками, когда выделяет специальные лицевые феромоны. Такие сигналы говорят другим существам о том, что эта территория занята. Но поскольку запахи имеют свойство выветриваться, то кошка вынуждена, как правило, каждые сутки обходить и проверять свою территорию для того, чтобы вновь ее застолбить. Для кошки действительно важно не только оставлять свой запах где следует, но не менее важно не оставлять его там, где это может помешать успешной охоте или помочь избеганию врагов. Именно поэтому кошки – прирожденные чистюли. Каждый день по несколько часов они чистят свою шубку, вовсе не для того, чтобы быть красивыми, а для того, чтобы убрать с себя все, даже самые малейшие запахи. Этим они стремятся превратить себя в обонятельную невидимку, чтобы ни добыча, ни враги не могли ее унюхать. Именно с остротой нюха связано и то, что кошки не реагируют на свое отражение в зеркале. Считается, что кошки не воспринимают отражение в зеркале как себя, а думают, что это другая кошка. Но даже на эту другую кошку они обычно вообще никак не реагируют. И происходит это потому, что она абсолютно не пахнет. А кошка знает, что то, что совсем не пахнет, не может быть настоящим. Давайте же узнаем, какие у кошки предпочтения в мире запахов. Есть определенные запахи, которые однозначно большинству кошек не нравятся. В первую очередь это резкие и сильные синтетические запахи. Духи, краски, лаки, клей, спирт, уксус. Кроме этого, кошки не любят бананы, так как отлично чувствуют небольшой запах вещества, похожего на ацетон, который содержится в их кожуре.
Также кошки не любят запах цитрусовых, лука, чеснока, специй и эфирных масел. Но есть запахи, которые кошкам нравятся. К таким запахам однозначно относятся котовник кошачий или кошачья мята и валерьяна. Содержащиеся в них активные химические вещества могут вызывать у кошки чувство эйфории. Также многим кошкам нравятся запахи оливкового дерева, жимолости, лаванды и тимьяна. Также сюда можно добавить базилик и авокадо. Из запахов животного происхождения кошкам нравятся запахи мяса, печени и субпродуктов. Зная слабость кошек к запаху, производители корма часто усиливают этот компонент, чтобы сделать еду максимально привлекательной для кошки. Есть минеральные запахи, которые привлекают кошек, например, известь и хлор, но с ними следует быть осторожными, так как они могут навредить кошке. Иногда хозяева кошки могут использовать хлорку для уборки. Ее запах очень привлекает кошек, но может навредить ее обонянию и легким, а также повредить подушечки лап кошки. Так что же следует учесть хозяину кошки? Кошка на порядок лучше чувствует запахи, чем человек. Учтите, что холодная еда менее привлекательна для кошки, чем теплая, так как она меньше пахнет. Избегайте любых сильных и резких запахов в квартире, в первую очередь искусственных, а также тех запахов, которые отталкивают кошку. Не мойте посуду, из которой она ест, синтетическими средствами, это может послужить причиной отказа от еды. Вот вы и узнали много необычного об особенностях обоняния кошки. В комментариях под видео делитесь своими интересными наблюдениями за кошками, а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео.